Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие очаровательные снежинки крючком. Посмотрите, какие они интересные. Вязать их очень просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Размер такой снежинки у меня получился 13,5 сантиметров. Схема состоит из 7 рядов. Сейчас я оставлю схему на экране. Как видите, у снежинки 6 лучиков. Все соответствует правилам настоящих снежинок. Если вам понравились такие снежиночки, поставьте большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно, это помогает продвижению канала. Спасибо, что вяжете со мной, смотрите мои видео. Я уже связала несколько таких снежинок и буду потом делать наборы, упаковывать в красивые коробочки. Снежинка очень простая на вид, не вычурная, и в этом вся ее прелесть. Она так и манит своей простотой и изящностью. Хочу напомнить, что на канале у меня есть плейлист снежинки. Там можно найти много вариантов различных снежинок. Ссылку на этот плейлист я оставлю в описании под видео. Можете перейти и найдете много разных мастер-классов по вязанию снежинок крючком. Также я хочу сделать видео вот по таким снежинкам с бусинками. Пишите в комментариях, интересно вам вязать снежинки вот с бусинками, с бисером или нет, нужны ли такие видео. Так, ну давайте приступим к работе по вязанию вот этих снежинок. Вязать сегодня снежинки я буду из ниток Анна 16, это 100% мерсеризованный хлопок, в 100 граммах 530 метров. Крючок буду использовать 1,25 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю, набираем цепочку из 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю соединительным столбиком и вяжем первый ряд. Хвостик мы сразу будем обвязывать. 1 воздушная петля подъема и в кольцо провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Провязали 12 столбиков без накида и делаем соединительную петлю в первый столбик без накида. Соединили. Первый ряд у нас готов. Хвостик можно отрезать, мы его обвязали, никуда он от нас не денется. Вяжем второй ряд. 1 воздушная петля подъема и в этот столбик, куда мы делали соединение, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем столбик и в следующий столбик без накида. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем в следующий столбик без накида. Давайте провяжем еще 3 арки из 6 воздушных самостоятельно, а последнюю сделаем вместе. Подходим к концу ряда, нам осталось провязать последнюю арку, и вместо нее мы делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и столбик с накидом в вершину начального столбика без накида. Таким образом формируем арку из 6 воздушных. Вот так. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд, 1 воздушная петля подъема и в эту арку провязываем 4 столбика без накида. Я здесь немножечко отклоняюсь от схемы, мне кажется, так более удобно. Так, третий и 4 в эту же арку.
Переходим к следующей арке. Столбик без накида мы пропускаем и в нее провязываем 4 столбика без накида. Столбики укладываем поплотнее, поближе друг к другу. 3, 4. Подошли к макушечке лепестка. Далее 6 воздушных арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в эту же арку провязываем еще 4 столбика без накида. Переходим к следующей арке и в нее также вяжем 4 столбика без накида, 6 воздушных, 4 столбика без накида. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к последней арке и в нее также провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и формируем арку. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, накид и в первый столбик с накидом. Вот так. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд, 1 воздушная петля подъема и в арку вставляем крючок, провязываем начальный столбик без накида. Далее 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Пропускаем 8 столбиков и в следующую арку из 6 воздушных столбик без накида. Снова вяжем 13 воздушных в арку, столбик без накида. Так вяжем по кругу и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 13 воздушных и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. Четвертый ряд у нас готов. 6 арочек из 13 воздушных петель у нас. Вяжем пятый ряд, воздушная петля подъема и в этот же столбик провязываем начальный столбик без накида. И теперь в арку из 13 воздушных провязываем 15 столбиков без накида, обвязываем арку. 2, 3, укладываем поплотнее столбики. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И теперь столбик без накида в столбик без накида. Обвязали арочку. Теперь в следующую арку также провязываем 15 столбиков без накида и в следующий столбик без накида. Все вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, обвязали последнюю арку, сделали 15 столбиков без накида и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. Пятый ряд у нас готов. Вяжем шестой ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. 2 накида. И сюда же в этот столбик, куда делали соединение, провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. Первый. И сюда же второй. Итого 3 столбика с 2 накидами у нас в один столбик провязаны. Далее 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Арка. Пропускаем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в средний 8 провязываем столбик без накида. Снова 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 2 накида, пропускаем 7 столбиков, и в следующий столбик, мы его провязывали в столбик без накида, также вяжем 3 столбика с 2 накидами. Первый, 2 накида, сюда же второй, 2 накида и третий в этот же столбик. И далее у нас снова идут 2 арки из 9 воздушных. 7 пропускаем, столбик без накида в 8. Вот так вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 9 воздушных и соединяем в 4-ю воздушную петлю подъема вершину начального столбика с 2 накидами с соединительной петлей. 6-й ряд у нас готов. Вяжем последний 7-й ряд, самый интересный. Итак, делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида. Сюда же в этот столбик, куда мы делали соединение, провязываем столбик с 2 накидами, но не до конца. Закрыли 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида и сюда же, куда провязывали предыдущий столбик, вяжем столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Провязали начальный кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И теперь в вершину кластера вот так вставляем крючок под 3 ниточки, вяжем соединительный столбик. Далее 3 воздушные петли арка, 1, 2, 3, и в следующий столбик с 2 накидами провязываем такой же кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Сделали 2 накида, вставляем крючок в вершину следующего столбика с 2 накидами и провязываем столбик с 2 накидами не до конца. Закрыли 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, вяжем второй столбик с 2 накидами сюда же в этот столбик не до конца. 3 петли на крючке. И снова делаем 2 накида и вяжем третий столбик с 2 накидами не до конца. Все они выходят из одного основания. 4 петли на крючке, подхватываем рабочую нить и закрываем все петли на крючке. Далее набираем 9 воздушных арка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Даже это не арка, а просто как пико из 9 воздушных у нас будет. И в вершину кластера вставляем крючок под 4 ниточки, провязываем соединительный столбик. Вот такая петля у нас. Мы при блокировке будем все расправлять, вот так натягивать за эти петли. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3 арочка, 2 накида, и в следующий, в третий столбик с 2 накидами провязываем такой же кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Первый столбик не до конца, второй и третий сюда же в этот столбик. Закрываем. Вот, третий кластер готов. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и в вершину кластера провязываем соединительный столбик. Соединили. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Переходим к следующей арке и в нее провязываем 5 столбиков без накида. Начиная с середины арки обвязываем столбиками без накида. 1, сюда же второй, третий, 4 и 5 столбик без накида. Далее в следующий столбик без накида. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и в вершину последнего столбика без накида соединяем. Пико из 6 воздушных у нас здесь. В следующую арку также 5 столбиков без накида, обвязываем арку до середины.
вторая половина арочки у нас получится не обвязанной. Далее 5 воздушных арка, 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида, и снова вяжем кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Ну вот, провязали последнюю арку из 5 воздушных и соединяем вершину начального кластера из 3 столбиков с соединительным столбиком. Все, делаем закрепку, отрезаем ниточку, прячем хвостик и ставим нашу снежинку на блокировку. Расправляем все элементы, каждое пико так немножечко оттянем. Я делаю блокировку при помощи клея ПВА. Посмотрите, какие красивые снежинки у нас с вами получатся. Как видите, вязать их очень просто, быстро, и результат радует. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такие очаровательные снежинки крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!